Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сегодня мы смотрим на один из интересных планшетов, который сейчас можно купить. Это Oppo Pad на 870-м Snapdragon. И на Алиэкспрессе у него цена сейчас в районе 27 тысяч рублей. Это хороший вариант. Он мощный, производительный, 700 тысяч баллов Antutu и так далее. С другой стороны, не очень понятно, а кто вообще сейчас использует планшеты? То есть мы имеем достаточно большие смартфоны. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы используете планшеты, особенно если вы используете с профессиональной точки зрения, как вы используете свои планшеты. Потому что я понимаю, там, киношечки, детям дать посмотреть ютубчик, и это все понятно. Поехать куда-то, там, мультики посмотреть. Ну или, возможно, поиграть в игры. Хотя, честно говоря, планшет настолько большая штука, что, может быть, в игры играть и не очень удобно, потому что у тебя руки разнесены достаточно сильно. Ну и я бы сказал, что, в принципе, взять в руки телефон и поиграть в Call of Duty на телефоне гораздо удобнее. Но выбора вообще крайне немного. Huawei там что-то выпускают, Samsung выпускают, но они выпускают достаточно дорогую линейку, а все, что у них недорогое, оно так себе. Есть iPad, понятное дело, есть Xiaomi Mi Pad 5, он, кстати, стоит в районе там 22-23 тысяч, но он и подешевле, и технически он попроще. И вот Oppo Pad. Давайте я вам расскажу, что он из себя представляет. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Знаете, я могу сказать, что у этого планшета есть какие-то очень интересные моменты и какие-то даже неожиданные. Знаете, какой первый неожиданный момент? У него нету виброотклика. Вообще нету никакого вибро. Я не могу сказать, что для меня вибро является какой-то важной вещью, хотя когда я рассказываю про телефон, я всегда обращаю на это внимание. Но когда его нету вообще, это, я бы сказал, странно. С другой стороны, это хорошее производительное решение. 700 тысяч баллов Antutu, 870-й Snapdragon. Я вообще могу сказать, что, в принципе, все, что построено на 870-м Snapdragon, это хорошо. Потому что это производительно, не сильно греется, не тротлит, круто оптимизировано в играх и работает очень хорошо. Здесь у нас IPS-экран, 120 Гц. Причем, если зайти в настройки, когда ты выбираешь вариант 120 Гц, там написано, возможно, не все приложения будут поддерживать. Типа, ребята такие сразу открестились. Ну, потому что, понятное дело, что у нас 120 Гц есть в системе, однако, когда мы запускаем какие-то приложения, там же раз и 60 Гц. Запускаете какие-то игры в надежде поиграть в Call of Duty 120 Гц, а там раз и 60 Гц. Поэтому компания Oppo сразу такая говорит, мы тут ни при чем. Ну и в целом, тут, конечно же, да, вопрос оптимизации, производителей, различного софта и так далее. Но вообще планшет, честно говоря, оставляет очень приятное впечатление. Я имею в виду с точки зрения производительности. Он работает хорошо, быстро, аккуратно, звучит классно. У нас тут по бокам 4 динамика, поддерживается Dolby Atmos, поэтому у нас такая атмосферная озвучка, и вообще стерео классная. Плюс, когда ты играешь в игры, ты зажимаешь руками нижние динамики, но верхние динамики у нас остаются, это хорошо. Кстати, если зайти на Алиэкспресс, то там зачастую предлагают еще взять, конечно, чехол. Я рекомендую вам брать чехол. Не дай бог у вас этот планшет упадет, разобьете IPS-экран. Ну вот где вы потом будете заказывать себе IPS-экран и ждать, когда он к вам придет из Китая. Поэтому сразу же возьмите себе чехол. Тем более, что штука недорогая и точно вам поможет сберечь ваш планшет. Особенно, если у вас есть дети, а дети существа такие. Как я уже говорил, этот планшет стоит 27 тысяч рублей. Вот на данный момент по современному курсу. Сегодня у нас 12 июля 2022 года. Ближайший конкурент Mi Pad стоит в районе 22-23 тысяч. Если вас вообще интересуют хорошие цены на Алиэкспрессе, я вам рекомендую своего товарища канал «Пользы нет». Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Сашка регулярно по несколько раз в день постит самые актуальные интересные цены. Так что если вы хотите сейчас по современному курсу купить хорошие девайсы, то welcome. Ну а если вы не хотите ждать полтора месяца, когда вам долетит девайс с Алиэкспресса, ну, соответственно, я вам рекомендую своих друзей компания Цифрус. У них очень большой ассортимент товаров. Есть и телефоны, планшеты, ноутбуки и так далее. Так что также внизу оставляю ссылку. Плюс, если по ней перейдете, сделаете покупку, вам будет подарок. Так что welcome. Несколько моментов скажу про корпус. Вы знаете, я бы сказал, что в руках не очень удобно его держать за счет того, что вот эти модные плоские грани, ну вот мне неудобно. С учетом того, что он меньше 7 мм толщиной, 6,99, как гордо указывает производитель, а в руке он чувствуется гораздо толще, потому что все, что с кругленными краями, оно чувствуется комфортно, а здесь прямо жесткие грани, и ты думаешь, что он толстый. Сзади у нас такое интересное пластиковое покрытие, оно не оставляет никаких отпечатков пальцев, в руке лежит хорошо, правда он такой увесистый, 507 граммов веса, 11 дюймов диагональ, так же как и в Mi Pad 5. По яркости экрана мне все нравится, но так как у нас здесь IPS, разрешение 2560 на 1600, это у нас 274 точки на дюйм, то когда мы включим абсолютно белый экран, я бы сказал, что по бокам все-таки есть такие затемнения небольшие. Это есть по большому счету у всех IPS-матриц, поэтому здесь не стоит переживать, но всегда на это обращаешь внимание, когда переходишь с AMOLED экрана. Рамки не очень большие, нормальные.
По центру у нас фронталочка, есть разблокировка по лицу, сканера отпечатка пальцев нет нигде, кнопка включения находится наверху и тут же рядом кнопки громкости. Здесь все стандартно. Интересно еще то, что у нас здесь стоит камера, она на 13 мегапикселей и она умеет снимать 4К. Я бы сказал так, для планшета нет необходимости снимать 4К, но так или иначе это прикольно. Кстати, есть также и стабилизация. Цифровая, понятное дело, но все равно работает. А сейчас у нас перечисление того, чего нету в этом планшете. Давайте начнем. Вибраций нету, карточку памяти нельзя, сим-карту нельзя, NFC нету, GPS нету, инфракрасного датчика нету, никакого там радио нету, 3,5 миллиметрового джека тоже нету. Короче, ну так немножко пожопились, честно говоря, в компании Oppo, когда укомплектовывали этот планшет. То есть все как бы ради того, чтобы он работал хорошо, быстро, звучал классно, но вот эти вот какие-то моменты, типа вибрации, которые взяли и убрали, это как бы странно. Ладно, давайте разбираться дальше. У этого планшета Bluetooth версии 5.1 и есть поддержка высококачественных кодеков. Ну а когда мы запускаем тротлинг-тест, то у нас все отлично. Тротлинга вообще практически никакого нет. 100 потоков, 20 минут, 334 тысячи гипсов выдает он. Это практически как топовые смартфоны. То есть, еще раз скажу, производительность очень на уровне. Мало того, когда ты играешь в тяжелые игры, например, Genshin Impact, нету особенно какого-то глобального нагрева, это раз. Нет каких-то глобальных проседаний FPS, это два. И, естественно, падение яркости, то, что есть у большинства флагманов, этого тоже нету. То есть для игр вообще этот планшет подходит очень хорошо. Ну и по производительности 720 тысяч баллов Antutu, нагрев всего лишь до 33 градусов, это хорошие результаты. Ну и всего лишь 3% аккумулятора тоже потерял планшет за время теста, это тоже хороший результат. Кстати, что касается аккумулятора, 33 ватта зарядка у нас на борту, так как это китайский планшет, соответственно, у нас вилка не европейская, хотя, возможно, продавец вам положит европейскую вилку, это зависит, собственно, от того, как вы с ним поговорите. Ну и достаточно большой аккумулятор на 8450 мАч, да, понятное дело, что есть варианты, когда и 10 тысяч мАч аккумулятор. Я бы сказал, что этого хватает для того, чтобы и киношку долго посмотреть в самолете, и поиграть достаточно долго. Ну и в принципе, если вы будете пользоваться планшетом каждый день, вы будете, соответственно, заряжать его раз в несколько дней. Короче, хороший баланс мощного процессора и хорошего аккумулятора. Ну и заряжается все это, соответственно, достаточно долго, более 2 часов. А если вдруг возьмете какой-нибудь неоригинальный зарядник, так там и все 3-4 часа он будет заряжаться. Поэтому не теряйте оригинальное зарядное устройство. У нас внутри стоит Color OS, и что интересно, 11 Android. В целом никакой глобальной разницы между 12 и 11 нету. Ну то есть на вас-то никак не отражается. Не то, что там есть, знаете, какие-то плюшки, там, которых вы в итоге лишены. Нет, здесь все нормально. Я думаю, что большинству людей вообще без разницы, 11 или 12 Android. Работает быстро, хорошо, вопрос какие. Так что здесь стоит ColorOS 12 версия и 11 Android. Только что прилетело обновление, но до 12-го андроида пока еще не дошли. У меня версия на 6 гигов памяти, 128 встроенной. Есть также 6256 и 8256. Лучше, конечно же, наверное, сразу брать версию на 256 гигов памяти. Кстати, понятное дело, что у нас есть возможность увеличить память за счет виртуальной памяти, поэтому до 5 гигов можно сразу накинуть. Но напомню, что это больше маркетинг. Если вы пользуетесь Realme, OnePlus, то ColorOS для вас знакома. Она работает достаточно хорошо, в ней нет никаких подфризиваний, знаете, и так далее. В ней большое количество функций. Мне нравится, что можно 3 пальцами делать скриншот. Есть боковая смарт-панель, в которую можно накидать быстрых приложений. Масса всяких настроек, кастомизаций. Естественно, есть разделение экрана на несколько частей. Ну, в общем, все стандартные вещи, на самом деле. Особенно ограничений каких-то по работе с этим планшетом я не нашел. Главное удивление, как я говорил, для меня это отсутствие вибрации. Ну да ладно. И понятное дело, что так как это китайский планшет, у нас, возможно, будут какие-то ограничения. Но сразу могу сказать, что особо никаких трудностей нет. Google есть. Точнее так, Google вам доустанавливает при продаже. Можно зайти в свой Google аккаунт, использовать Play Market и так далее. Если вдруг вы Play Market не найдете, ну заходите на Aptoide, скачайте Play Market и будет вам все хорошо. Соответственно, все стандартные приложения, которые вы используете, YouTube и все остальное, игры, все это будет работать, когда вы установите сюда Play Market. Изначально, конечно же, тут есть определенный китайский софт, который тоже можно снести. Русский язык работает, вопросов никаких нет. По камере у нас сзади одна камера на 13 мегапикселей, как я уже сказал, умеет снимать 4К, в целом делает нормальные фотографии. Также у нас есть фронталочка на 8 мегапикселей. И что самое интересное, если вы будете сниматься в темных условиях, она достаточно не светосильная, поэтому у вас и картиночка будет так себе. На фронталку, естественно, можно снимать Full HD 30 кадров в секунду. Вы сейчас видите примеры фото и видео. Ну, по большому счету, мне кажется, что от планшета особенно требовать ничего в плане фото и видео не стоит.
Работает и хорошо. Тут, наверное, в финале стоит задать вопрос. Окей, у нас есть 27 тысяч рублей, есть ссылка на Алиэкспресс. Соответственно, примерно там за месяц-другой до вас этот планшет дойдет. Если вам нужно ребенку к 1 сентября приобрести планшет, это один из вариантов. Чем хорош этот планшет? Ну, тем, что он производительный, он классно работает, он классно звучит, у него хороший аккумулятор. Вообще, ты берешь этот планшет и как бы боль не знаешь. С другой стороны, есть моменты, которые меня удивили. Отсутствие NFC, отсутствие GPS, отсутствие карточки памяти, отсутствие симки. Ну, как бы, возможно, что-то из этого перечня вам надо. То есть, конечно же, вы можете, в принципе, купить себе Mi Pad 5. Там тоже 120 Гц, там 860 и Snapdragon стоит. Там, в принципе, тоже все хорошо по производительности. И там тоже стоит IPS-экран и 120 Гц. Там более понятное, может быть, для кого-то MIUI, может быть, более стандартное. И, в принципе, это Xiaomi, тоже более понятный бренд, чем Oppo. Но зато у Oppo более современное железо, более мощный процессор. И если, в принципе, Mi Pad стоит там 23, 24, 25 тысяч, то этот стоит 27 тысяч, как бы разница небольшая. В целом, если вам нужен планшет, который хорошо работает, особо вопросов никаких не вызывает, и даже несмотря на то, что он китайский, здесь есть и Google, и все остальные дела, я думаю, что без проблем можно этот планшет приобретать, потому что все, что выпускает, например, Samsung, более производительное, ну там цены как бы вообще аховые по сравнению с этим товарищем. Так что вполне возможно, это один из вариантов вашего будущего планшета. Такая вот история, друзья. Очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это честный блог. Не болейте. Всем счастливо, пока.